доброго времени суток. Вы на канале КПД. С вами Дмитрий Паршуков. Если вы попали сюда случайно, то поставьте видео на паузу и обязательно подпишитесь на этот канал, дабы не пропускать новые интересные видео. Вы наверняка знаете, что у каждого из нас есть сознание и подсознание. Их можно сравнить с айсбергом. Сознание содержит лишь малый уровень знаний. Это надводная часть айсберга. Подсознание же – это подводная часть айсберга, где содержится все, что мы когда-либо учили, испытывали, делали, думали, чувствовали, а также унаследовали. Наше сознание думает, что оно управляет нами и нашей жизнью. Но на самом деле подсознание в разы более производительнее, чем наше сознание. Именно его, подсознание, можно считать невидимым управляющим центром, который отдает команды нашему сознанию. И самое интересное заключается в том, что наше сознание не осознает этих команд. И оно думает, что это оно так захотело. Это называется рационализацией. Рационализация – механизм психологической защиты, при котором в мышлении используется только та часть воспринимаемой информации и делаются только те выводы, благодаря которым собственное поведение предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам. Иначе говоря, подбор, поиск рационального объяснения для поведения или решений, имеющих иные неосознаваемые причины. Термин был предложен Зигмундом Фрейдом, в дальнейшем понятие развила его дочь Анна Фрейд. Приведу вам пример. Давайте представим, что у вас в подсознании сидит установка, что быть богатым – это плохо. И вот наступает момент, когда вы сможете хорошо заработать, а у вас срабатывает подсознательная установка, и вы делаете что-то такое, что сводит эту возможность на нет. Это подсознание вас защищает от того, чтобы быть плохим, то есть богатым. А потом уже сознательно вы объясняете себе, почему все пошло не так. Например, в данный момент слишком высокая конкуренция на рынке, или вас подвел деловой партнер, или что-то еще. Сознание обязательно подкинет нам причину, почему все сорвалось. Хотя на самом деле эта причина не имеет под собой никаких оснований. Это лишь рационализация подсознательного. Истинная причина провала сидит глубже, в подсознании. Иными словами, подсознание – это внутренний предшественник внешнего проявления или выражения. То есть подсознание воспроизводит для нас результат не в соответствии с фактами или нашим сознательным желанием, а в соответствии с тем, во что оно верит, с тем, что было в него записано. Опять же представим, что мама часто говорила нам в детстве, что быть богатым – это плохо. Или неосознанно демонстрировала это многократно нам своим поведением. Плюс мы находили примеры «быть богатым плохо» в фильмах, в книгах, в разговорах и так далее. В нашем подсознании запишется глубокая канавка, запись «быть богатым плохо», которая будет управлять нашей жизнью. Как бы мы сознательно не хотели разбогатеть, эта глубокая канавка, запись будет нам всячески и постоянно мешать. Какие бы действия мы ни совершали, всегда будет случаться что-то, чего мы сознательно не хотели, но сделали именно это потому, что подсознательный закон нас к этому подтолкнул. Другими словами, мир, в котором мы живем, не управляется случайными факторами, а управляется нашим личным законом, который в своей большей части сформирован подсознательно. Каждое слово, ситуация, эмоция, наследственность оставляют канавку записи на этой долгоиграющей пластинке нашего подсознания. Чем чаще эти слова, ситуации, эмоции повторяются, или чем больше их амплитуда, то есть когда слова, ситуации или эмоции сильнее нас зацепили, тем глубже эта канавка, а значит сильнее личный закон. Это похоже на то, как если бы вы передвигались по заснеженному полю по одному и тому же маршруту. С каждым вашим проходом дорожка становилась бы все более удобной, привычной. Вновь выпавший снег увеличил бы сугробы по сторонам, и теперь, если бы вы захотели изменить свой маршрут, то для этого вам бы потребовалось слишком много сил. Коллективный разум или эгрегоры. Знаете поговорку «рыбак рыбака видит издалека»? Она про коллективный разум. Сейчас все вам поясню. Эгрегор – понятие, термин и концепция в оккультизме и эзотерике, означающие не физическую сущность, групповое биополе. В научной среде считается маргинальной антинаучной теорией.
Сторонники этих теорий предполагают, что более или менее крупные человеческие сообщества способны вырабатывать собственное энергетическое поле под влиянием устремления к одной цели: эгрегор творческой школы, эгрегор государства, эгрегор религии и прочее. Участники сообщества могут испытывать чувство сопричастности, подключения к объединяющему их эгрегору и повышать личный энергетический потенциал. Вы уже знаете, что у человека есть индивидуальное сознание, мы об этом говорили ранее. Точно так же у группы людей есть групповое, коллективное сознание, то есть определенный закон поведения общий для всей группы. Сознание группы производит для всех ее членов одинаковые результаты. Если, например, в вашем окружении одни алкоголики, и вам с ними комфортно, то, скорее всего, у вас тоже имеются проблемы с выпивкой. И, скорее всего, находясь в этой группе, вы будете отталкивать людей, не разделяющих ценности этой группы. Если вы росли в окружении людей, которые считали всех богатых ворами или испытывали страх больших денег, то нет ничего удивительного в том, что и вы впитали в себя точно такие же убеждения. Верное и обратное. Если у вас определенное сознание, то вы будете стремиться в определенную группу людей с похожим групповым сознанием. И в вашей картине мира вы будете видеть только то, что видит группа с определенным разумом. А остальные возможности вы не будете замечать. Очень трудно создать бизнес, если вы находитесь в групповом сознании алкоголиков или людей, которые считают всех бизнесменов ворами и негодяями. Получается, что наше подсознание приведет нас в ту окружающую среду, которая будет закреплять в нас то, что уже есть в нашем подсознании. И если вы подсознательно себя считаете недостойным денег, ваше подсознание приведет вас в точно такое же окружение. Давайте еще раз на примере про деньги разберем, как работает данный механизм. Есть люди, которые подсознательно считают, что быть богатым – это плохо. Их сознание производит волны определенной частоты, электрические импульсы или кванты. Для простоты давайте назовем это энергией мысли. И эта энергия мысли, электрические волны, вступает в резонанс с энергией мысли тех людей, которые мыслят похожим образом. А это значит, что человек с частотой «быть богатым плохо» притянется к группе, которая разделяет его взгляды. Он даже может это сознательно не понимать, но подсознание доставит его в подобное окружение. А теперь представим два одинаковых бизнеса, две компании. У них одинаковые продукты, одинаковый маркетинг, люди с одинаковой квалификацией, только одна компания процветает, а другая нет. В чем дело? Дело в людях. В одну компанию притянулись люди частоты «богатым быть – это хорошо», а во вторую компанию притянулись люди частоты «быть богатым – это плохо». Кто притянется, зависит от собственника, от того, как он мыслит. И групповое сознание второй компании не дает этой компании процветать. Что-то все время будет идти не так. То есть реальность любой компании будет определяться групповым сознанием или подсознанием всех работающих в ней людей. Нужно отметить то, что группы всегда гармоничны в том, какой у них паттерн, шаблон мышления. Если один из людей меняет свое сознание, то он откалывается от группы. Отсюда можно сделать один интересный вывод. Иногда, чтобы стать более успешным, человека необходимо удалить из окружения людей, которые уверены, что у него ничего не получится, и поместить его в окружение тех людей, для которых успех – это самое обычное дело. Просто за счет смены окружения можно изменить свое индивидуальное сознание. Не случайно на многих тренингах говорят о сильном окружении и важности попасть именно в него. Просто находясь в таком окружении и впитывая все, мы можем изменить свои подсознательные установки. Давайте еще раз, но немножко по-другому. Если взять один обычный свежий огурец и поместить его в банку, где находятся соленые огурцы, то через некоторое время свежий огурец станет малосольным. Если вы возьмете себя и поместите в среду людей, которые обладают теми или иными качествами, чертами характера, которых, как вам кажется, у вас не имеется, то через какой-то промежуток времени вы вполне можете обнаружить у себя те самые качества.
Вот так работает это простое правило. И вы можете применить этот способ для наработки любых качеств, которые бы вы хотели иметь. Найдите сообщество единомышленников, которые уже достигли успеха или находятся на пути к нему. Вступите в это сообщество и общайтесь с этими людьми. Это важно иметь единомышленников для достижения новых целей, для изучения чего-то нового, для получения новых навыков. Ведь то окружение, в котором вы находитесь сейчас, вряд ли способствует вашему росту. Наоборот, вполне возможно, что оно вас тормозит. А когда вы окружены людьми, которые разделяют ваши убеждения, то этот путь пройти намного легче. У подсознания есть несколько особенностей. Первое, самое неудобное. Его ответы очень слабые. Их еле слышно, и нужно нарабатывать общение с ним. Вторая особенность. Оно руководствуется собственной логикой, которая может быть отличной от вашей. В общем виде деятельность подсознания можно оценить следующим образом. Она всячески защищает нас от возможных стрессов в будущем. Делает это она весьма своеобразно, но его намерение всегда самое лучшее. Например, ваши страхи по поводу своего здоровья или безопасности вашего ребенка тоже можно рассматривать как деятельность подсознания, которая суетится и старается заставить вас сделать так, чтобы с вашим здоровьем или с вашим ребенком все было в порядке. Третья особенность. Оно исполняет ваши решения до тех пор, пока вы сознательно не отменяете их или не заменяете на другие. Если вы в детстве сильно хотели быть большой и солидной, как ваша любимая учительница, то подсознание воспримет это как ваше распоряжение и будет старательно исполнять его все последующие годы, невзирая на ваши многочисленные диеты и борьбу за то, чтобы похудеть. Программа запущена, и подсознание отрабатывает ее без всяких рассуждений. В этом оно порой напоминает старательного служаку, бездумно исполняющего все распоряжения командира. А командир это вы, хотя и не подозреваете об этом. Четвертое. Подсознание можно рассматривать как неуклюжего и слегка ограниченного, но старательного и очень доброжелательного друга, который всегда с вами и всегда готов прийти к вам на помощь. Пятое. Подсознание все же обладает большими возможностями по сравнению с вами. Похоже, что именно подсознание обеспечивает нам те самые возможности по общению с эгрегорами, передачи им наших заказов и получения помощи от них. Те редкие моменты интуитивных озарений, когда вы получаете ответы на давно интересующие вас вопросы, тоже результат усилий нашего подсознания. Эти особенности приводят к тому, что человек, которому родители сформулировали обусловленность, то бишь закон, быть богатым плохо, повсюду будет сталкиваться с опытом, который подтверждает этот закон. Такого человека будут раздражать проявлением богатства и богатые люди. Он будет злиться на них и завидовать. Иногда явно, иногда нет. Но он даже не будет подозревать, что есть и другие взгляды на эту же самую ситуацию. И уж тем более он не будет подозревать, почему он так реагирует. Это как человеку смотреть на мир через очки «быть богатым плохо», где линзами будут являться подсознательные убеждения этого человека. Люди с позитивными подсознательными убеждениями, то есть очки с другими линзами, в той же самой ситуации увидят совершенно другое. Хотя, скорее всего, подобная ситуация у них, у этих людей, даже не возникнет. Ведь они транслируют в мир другие убеждения, и мир иначе на эти другие убеждения откликается. Отсюда следует неутешительный вывод. Пытаясь стать богатым, человек может менять работу, проходить различные курсы повышения квалификации, менять страны, профессии, но результат будет одним и тем же. Он не станет богатым, поскольку самый главный, подсознательный, управляющий закон этот человек не убрал. Более того, когда мы негативно думаем или говорим о других, в нашем случае о богатых, мы все эти эпитеты переносим на себя, поскольку для подсознания нет других людей. Подсознание записывает все наши слова на себя. Оно так устроено.
Этот богач нехороший будет переведено в подсознание как «я нехороший», так как, по сути, единственный человек, с кем мы разговариваем, это мы сами. Поэтому, когда мы критикуем, обвиняем, завидуем богатым, или же на словах, или действием, это объединяется со всеми нашими прошлыми убеждениями по поводу богатства и делает канавку запись на грампластинке нашего подсознания еще более глубокой. Личное управляющий закон еще более сильным, а значит нашу мечту о деньгах еще более далекой. Как происходит запись убеждений подсознания? Любые знания, которые мы получаем, попадают в наше сознание, а затем в подсознание. Сознательно мы можем что-то забывать, но подсознание — это невидимая видеокамера, которая записывает любые знания, любой опыт, абсолютно все. Вот эти записи могут поступать к нам от сознательного обучения, когда мы концентрируемся на чем-то и обдумываем это. Или через опыт от окружающей среды. И от бессознательного, когда мы вроде бы ни на чем не концентрируемся сознательно, но запись все равно идет. Плюс ко всему есть еще и унаследованные записи. И чем чаще к нам поступает какое-то определенное знание, тем сильнее оно записывается. Мы обучаемся. Если опять же представить эти записи как канавки записи на пластинке, то чем чаще повторяется какая-то ситуация или звучат какие-то слова, тем глубже будет такая канавка запись. Вся сумма этого обучения, большая часть из которого проникает в наше бессознательное, формирует наборы правил, которые управляют определенными аспектами нашей жизни. А все правила формируют закон, по которому мы живем. Мы можем не осознавать этот закон, но он является управляющим фактором. Еще пару слов про запись в подсознание. Наиболее распространенным способом записи в подсознание являются слова, которые нам говорят и которые мы принимаем на веру. Слова как семена, которые попадают в наш мозг и плодоносят внешними проявлениями. Повторенные слова и мысли аккумулируются в личное верование, затем в убеждение, которые после проникновения в подсознание доминируют в нашей жизни, производя либо успех, либо неуспех. Сюда же добавим привычки, называемые в психологии динамическими стереотипами. Динамический стереотип – сложная условно-рефлекторная реакция, выработанная путем многократных повторений, предъявлений положительных и отрицательных раздражителей. Это слаженная система условно-рефлекторных процессов, формирующая устойчивые привычки и навыки, трудовые, игровые, спортивные, когнитивные и прочие, а также приспособление к привычно меняющимся условиям среды, например, к смене времен года, освещенности в течение дня. Значение динамического стереотипа заключается в его подготовке, программировании точных, своевременных реакций организма на привычные, сходные ситуации без лишней затраты нервной энергии. Понятие «динамический стереотип» ввел Павлов, поясняя, что название «динамический» означает возможность его изменения, нарушения и обратного восстановления. Они представляют собой одну из составляющих характера личности. И тогда как животные вырабатывают определенные привычки методом дрессировки, то человеческий индивид использует для этого воспитание. Никогда привычка не возникает самостоятельно на пустом месте. Ведь здесь требуется наличие определенного эмоционального подкрепления. Оно бывает положительно или отрицательно направленным. В качестве позитивного можно перевести в пример похвалу, одобрение, а в качестве негативного — оскорбление. Многие люди не осознают некоторых из своих привычек, например, психологическая тяга к сладкому. Как правило, борьба с динамическими стереотипами становится трудной задачей. Ведь когда мы меняем ту или иную привычку, то сразу же возникает состояние дискомфорта и стресса. А как только начинаем практиковать привычное поведение, мозг посылает сигнал об удовлетворенности, защищенности. Почему так происходит? Дело в том, что привычки человека на самом деле проявляют собой инстинкт самосохранения. Механизм следующий. Наш мозг запомнил ту стратегию поведения, в результате которой никогда не возникает плохих последствий. Соответственно, относит ее к категории безопасных. Когда же мы начинаем совершать любые новые действия, пусть они даже будут полезными, например, вставать не в 10 утра, а в 7,
то меняется привычная для мозга модель, и по итогу возникает некое состояние стресса. Плюс есть еще один очень сильный способ записи паттернов, шаблонов поведения. Это наследственность. Отсюда можно сделать следующий вывод, что концентрация на любом состоянии будет иметь тенденцию воспроизводить ее. Не имеет значения, на чем мы концентрируемся. Подсознание запишет это и воспроизведет с удивительной точностью. Если мы убеждены, что быть богатым плохо, то так оно и проявится в нашей жизни. Мы не будем богатыми, наше подсознание убережет нас от этого. Что со всем этим делать? Чуть позже мы поговорим об этом более подробно. А пока я вам скажу так. Мы можем изменить нежелательный подсознательный паттерн, шаблон, закон поведения только тогда, когда мы изменяем наше сознание. Потому что только своим сознанием, фокусом внимания мы можем управлять. Если сказать очень упрощенно, то сознание — это программист, а подсознание — это компьютер. Фокусируясь на чем-то длительное время, мы можем перезаписать программу нашего подсознания. Это можно сделать за счет переобучения. Более подробно мы об этом поговорим в следующих видео. Ну и еще один полезный момент. Хотите узнать о своих подсознательных моделях поведения? Посмотрите на свое окружение. На то, что вас злит, раздражает в людях, с которыми вы регулярно общаетесь. Это то, что вы скрываете в себе. Будьте внимательны и честны. Каждый человек, которого мы знаем или встречаем, отражает часть нас самих во всем, что он говорит или делает. И если нам его поведение не нравится, самое время спросить себя, а где я веду себя так же? На этом все. Обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. Может, оно поможет кому-то. До новых встреч!